Приветствуем вас на канале Раиса Горяченко, дача, сад, огород, цветы. Пойдет речь о томатах и снова об обрезке листьев. К пониманию физиологии томатного растения я шла много-много-много лет. Судьба предоставила мне уникальную возможность поучиться у наших местных тепличников, проживающих на юге Одесской области в Украине, а также у фермеров США, Швеции и некоторых других стран Европы. Вот об этом особом одном случае мы сейчас вспомнили с Александром, когда снова посыпались возмущения некоторых зрителей, что я чуть ли не беру грех на душу, обрезая нижние листья у помидоров. Ну что ж, давайте перенесемся в Швецию. У меня просто сохранились фотографии, тогда у меня фотоаппарат был, и я частично снимала то, что видела. Ну и само общение очень такое неизгладимое впечатление в моей душе оставило. И хочу с вами этим поделиться. Так вот, хозяин вот этой теплицы, которую сейчас вы будете смотреть на фотографии, рассказал интересную историю. У него был раньше опыт выращивания садовых растений. Его родители выращивали, был свой участок, ну и были овощи там. И вот он решил сам заняться уже серьезно и построить теплицу со своей супругой, выращивать там томаты решил. И, естественно, выполнять заказы для сети супермаркетов. Это юг Швеции. Но для этого нужно взять кредит. Но в банке объяснили, что пока он не пройдет специальное обучение по выращиванию томатов и не сдаст успешно экзамены, кредит ему не выдадут. Но он, естественно, пошел учиться, был успешным учеником, и на экзамене было много-много вопросов по технологическому процессу выращивания томатов, и среди них был вопрос об обрезке листьев. Как интересно, представляете, обрезка листьев на экзамене. Он успешно справился с этим вопросом, и уже построив свою теплицу, все теоретические знания воплотил на практике. У меня тогда был фотоаппарат, и удалось заснять семью шведских фермеров за работой. У них были наняты еще и работники, потому что объем большой. Сейчас не буду уточнять, сколько сотых, сколько там или гектаров, сколько рабочих. Это не важно. Важно, очень важно то, как они выращивают помидоры. Вот посмотрите внимательно. Все растения помидоров внизу обрезаны. И не потому, что там болезни. Там нет болезней, ведь идеальная чистота в теплице, определенные температурные условия, влажность воздуха. Вот это все просто не дает возможности и никаких шансов для заболеваний. Тогда зачем же листья срезают? Я этот вопрос им задала, как раз его жена этим занималась. Зачем она срезает? А срезают, оказывается, для того, чтобы был налив плодов, доступ света, дыхания. Это условие одно из составляющих высоких урожаев плодов томатов. Кстати, в теплице тоже живут шершни, которые заняты опылением цветов томатов. И вообще такое ощущение было, как будто бы ты находишься в каком-то райском саду, только сад этот состоит из томатов. Вот такой фотоотчет об обрезке листьев томатов. Это один из важных уроков для меня и для Александра. Он оставил неизгладимый такой след в наших судьбах, и, возможно, он будет, этот опыт, ценен и для вас, уважаемые зрители канала Раиса Горяченко, дача, сад, огород, цветы. Ну, а всего доброго желаю вам, как всегда, ведущие канала, авторы канала Раиса Горяченко, Александр Волик. До новых встреч на нашем канале.